Приветствую вас, друзья! Сегодня готовим теплый согревающий чечевичный супчик или чечевичную похлебку. Очень понравится людям, которые соблюдают пост, и вообще всем, кто любит низкокалорийные, но питательные, полезные блюда, богатые витаминами. Рецепт очень простой, очень легкий, из самых доступных ингредиентов. Досмотрите видео до конца, поставьте оценочки, подпишитесь на канал. Огромное спасибо всем заранее! Ингредиенты для нашего супчика: это 250 грамм красной чечевицы, 2 зубчика чеснока, я разрезала их пополам, 4 картошки, если вы используете крупный картофель, вам вполне будет достаточно 2, 1 луковица, 1 морковь и 1 красный сладкий перец. Из приправ я использую тимьян и паприку, и еще нам понадобится вода, 1,5 или 2 литра воды. Я всегда начинаю приготовление с подготовки чечевицы. Очень хорошо ее промываю, раз, наверное, 10, чтобы вода стала прозрачной. Видите, даже у меня она еще не полностью прозрачная, придется промыть ее еще 2-3 раза. После этого быстро нарезаю лук. Можно нарезать полукольцами, можно нарезать мелкими кубиками, кто как любит. То же самое касается моркови. Можно нарезать кубиками или натереть на крупной или на мелкой терке, кто как любит. Я использую сегодня одну большую морковку. Вместо одной большой моркови можно использовать, например, 2 маленькие. Главное, чтобы она была сладенькая. Кроме морковки и лука еще нарезаем картошечку и красный сладкий перец. Вместо сладкого красного перца можно использовать, например, 1 или 2 помидоры. Очищаем их от кожуры, мелко нарезаем и добавляем в этот суп, то есть на ваш выбор. А с чесноком поступлю следующим образом. Чтобы он лучше раскрыл свой чудесный аромат, нужно будет его растолочь в ступке. Добавлю сюда немножечко соли, чтобы он лучше толчился, лучше было его перебивать, намного легче. И такими вот интенсивными движениями добиваемся нужного результата. Если у вас нет ступки, просто измельчите его или выдавите через чесноковую давилку. Для начала на растительном или можно на оливковом масле обжариваем лук и морковь. То есть это наша классическая обжарочка. К нашей красивой румяной зажарочке отправляем картофель. Обжариваем еще около 5 минут, чтобы он хорошо подрумянился. И сразу после картошечки добавим чечевицу. Пусть она тоже слегка обжарится, пропитается ароматом вкусной зажарки из лука и моркови. И после этого мы уже ее зальем водой. Заливаю суп водой. Вы можете использовать вместо обычной горячей воды. Я использую именно горячую, чтобы он приготовился быстрее. Вы можете использовать, например, овощной бульон. Будет тоже очень вкусно. Я нагрела воду для супа до 100 градусов. Теперь можно смело добавить сюда ароматный раздавленный в ступке чеснок, чайную ложечку паприки и ровно столько же тимьяна. Для этого супчика можно использовать любые приправы. Сегодня я буду использовать паприку и сушеный тимьян. Вы можете использовать какие-нибудь другие приправы. Мне будет очень интересно узнать, какие. Обязательно расскажите об этом в комментариях под видео. Накрываем кастрюлю крышкой и варим супчик около 15 минут. По истечению времени супчик уже очень хорошо загустел. Если для вас он слишком густой, можете добавить еще немного воды. В конце осталось отправить сюда красный сладкий перец и соль по вкусу. Я в ингредиентах не указывала, но по желанию можете добавить немножечко лимонного сока для более интересного вкуса. Но только те, кто любит лимонный сок в супах. Накрываем крышкой и через 2 минуты выключаем огонь. Прежде чем подать суп к столу, накройте его крышкой, пусть он постоит примерно 5-10 минут, тогда он будет еще вкуснее, он немножечко настоится и можно будет наслаждаться. Подайте его, например, с горячим румяным хлебом, подогретым, например, в тостере или на сковороде. Поверьте, это потрясающее вкуснейшее блюдо.
Желаю всем заранее приятного аппетита. Готовьте этот вкусный чечевичный суп. Пусть он вас радует ваших близких. Я надеюсь, что этот рецепт вам очень понравится. Всем добра, здоровья, хорошего настроения. До очень скорого. Пока-пока.